Что такое кирогаз? Кирогаз – это прибор, предназначенный для сжигания керосина некоптящим пламенем. Керосин – это одна из фракций, получаемых при перегонке нефти, более высококипящая, чем, например, бензин. И для того, чтобы сжечь такое топливо, необходимо создать специальные условия, обеспечить интенсивное смешивание паров керосина с воздухом. И для этого в кирогазе применяется кольцевая горелка, расположенная таким образом, что пары керосина, образующиеся в нижней части этой горелки, поднимаются вверх, проходя в пространстве между двумя перфорированными кольцами, через которые поступает снаружи воздух и перемешивается с парами керосина. Так как для сжигания керосина надо много кислорода, гораздо больше, чем для сжигания газа или того же бензина, то конструкция кирогаза рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить необходимое соотношение воздуха и паров керосина. В чем преимущество кирогаза? Казалось бы, существуют разнообразные горелки, предназначенные для сжигания жидкого топлива, примусы, мультитопливные горелки. И этого было бы достаточно. Но на самом деле это не так. Дело в том, что и примусы, и мультитопливные горелки, они работают при избыточном давлении, то есть содержат некий резервуар, в котором создается повышенное давление, которое позволяет жидкому топливу течь в зону нагрева, там испаряться, и дальше пары смешиваются с воздухом и сгорают подобно газу, синим некоптящим пламенем. Это создает определенные проблемы. Во-первых, в месте испарения бензина или другого жидкого топлива обязательно образуются отложения, которые со временем могут нарушать работу этого прибора. С другой стороны, это безопасность. Когда у вас имеется сосуд с бензином, находящийся под давлением, да еще и в непосредственной близости от горелки, это достаточно небезопасное устройство. Поэтому примусы, как правило, не жгут очень долго. Под примусом я понимаю такое устройство, где горелка непосредственно интегрирована с емкостью для бензина. Есть также мультитопливные горелки, где емкость для бензина находится в стороне от горелки. Но вот эти вот последние, они как раз и чаще всего страдают от засорения генератора паров, поскольку, как правило, он выполняется в виде трубки, расположенной в зоне пламени. Проходя через эту трубку, жидкий бензин испаряется, но при этом частично разрушается с образованием нелетучих продуктов, которые постепенно эту трубку забивают. И вычистить их оттуда бывает очень сложно. В примусах бывают прямоточные горелки, которые прочищаются иглой, встроенной в эту горелку, или еще как-то. Они менее чувствительны к образованию внутри нагара, но при этом расположение горелки в непосредственной близости от находящегося под избыточным давлением сосуда с бензином создает избыточную опасность. Существуют также примусы на керосине. Но кирогаз, он такой прибор, которому не требуется избыточного давления. В нем керосин находится при атмосферном давлении и поступает в зону горения за счет капиллярного эффекта. В керосин опускаются фитили, либо он по принципу сообщающихся сосудов подается в кольцевую горелку. Так или иначе, но избыточного давления в кирогазе нет.
И поэтому, в отличие от того же примуса, кирогаз можно жечь очень долго, пока не кончится в нем топливо, часами. Это у нас... что это у нас так? В этом большой плюс кирогаза, который рассматривается не только как нагревательный прибор, то есть прибор, предназначенный для приготовления пищи, печенья там, воды, но также как прибор отопительный, то есть прибор, способный в течение длительного времени гореть и отапливать какие-то помещения. Известно, что в Корее, в Японии керосиновые отопительные приборы широко применяются. В чем же интерес кирогаза для использования его в походных условиях? Ну, тут можно перечислить много факторов. Во-первых, исключительная надежность этого прибора. Ломаться там нечего. Безопасность. Нету горючей жидкости в резервуаре под давлением. Возможность длительно эксплуатировать кирогаз. Возможность регулировать интенсивность пламени в достаточно широких пределах. Ну и возможность использовать жидкое топливо зимой, причем жидкое топливо такое, как керосин. К сожалению, сейчас керосин достаточно дорог, труднодоступен, керосин хорошего качества, потому что, как правило, встречается керосин авиационный. Но такой керосин я бы не рекомендовал использовать. Дело в том, что авиационный керосин содержит большое количество присадок, различных добавок, которые не особо полезны для здоровья человека и содержатся в продуктах сгорания. Лучше всего для кирогаза применять керосин, который называется керосин осветительный. То есть керосин специально предназначенный для использования в керосиновых лампах, которые применяются в помещении, не содержащий добавок, которые свойственны для авиационного керосина. Также возможно использование в кирогазе и дизельного топлива. Однако тут есть свои особенности. Дизельное топливо – это еще более высококипящая фракция, чем кирогаз, чем керосин. Поэтому горение его может быть не настолько эффективным, как в случае керосина. Возможно образование копоти, дыма какого-то. Некоторые добавляют небольшое количество изопропилового спирта к дизельному топливу, что облегчает его сжигание подобного рода печках, кирогаза. Сейчас подобные приборы продаются под названием дизельная печка, печка МЧС и тому подобное. Ну, как правило, конструктивно эти приборы ничем не отличаются от кирогаза, при этом обладают, довольно значительной массой, габаритами, нескладные.
Ну, для походов они не очень пригодны, это для каких-то стационарных условий, куда их привозят на транспорте. И вот такого рода приборы используются с дизельным топливом. Кирогаз, который представлен в данном видео, китайского производства, был куплен на AliExpress. В чем его плюс? Он очень легкий, компактный, разборный, ремонтопригодный. Минусов здесь найти очень трудно. Ну, единственное, он, конечно, чувствителен к ветру. Кирогаз не любит порывы ветра, и интенсивные потоки воздуха нарушают процесс смешивания паров керосина с воздухом в кольцевой горелке. Но эта проблема может быть легко решена с помощью экранов. Таким образом, я рекомендую всем ознакомиться с этим прибором, очень интересным прибором, незаслуженно забытым прибором. Попробовать использовать его, узнать особенности применения кирогаза и готовить на нем пищу, кипятить воду в любых условиях, при самых низких температурах, так как для горения керосина, в отличие от газа, низкие температуры не являются препятствием. Удачи вам в исследовании необычных нагревательных приборов, работающих на жидком топливе.